Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео, как и обещал, я расскажу о двух ошибках, которые совершает большинство кролиководов при случке кроликов. Погнали! Мы не будем брать во внимание тот факт, что обычно самку сажают к самцу, а не наоборот. Да, лично в моем хозяйстве половина самцов, которые не принципиально к ним сажают, либо их сажают, а есть и такие, которые, если их посадить к самке, но они будут долго думать. Ну, давайте теперь непосредственно к самим ошибкам. Ошибка номер раз. Самку, как по логике, да, сажаем к самцу. Посадили и забыли. На час, на два, на день, на неделю. Есть и такие, которые оставляют самку у самца на неделю. Если честно, я вообще не понимаю в этом, какую цель люди преследуют, когда садят на такой долгий срок самку к самцу. Им много времени не надо. 2-3, максимум 5 минут самец сделал свое дело. Если не сделал, убираете самца. И все, зачем оставлять его даже на час, на два, или там, как я уже сказал, люди оставляют и на неделю, а потом удивляются, когда приходят через неделю и видят, что самец уже совсем не рабочий, идет только в утиль, да, либо травмированный самец или самка, отгрызаны уши и так далее. Вот, открывают клетку, а там повсюду кровь, и удивляются: ого, откуда кровь, что делать? Вот, а чтобы такого не было, все должно быть под контролем. Посадили и смотрите, сделал, вот он работает, самец. Даст она ему, не даст, это уже другой вопрос. Можно его вытащить через часика-два, когда он уже восстановится. Можно его, в принципе, пустить и обратно. Потому что если он сидит там 2-3 часа, неужели вы надеетесь, что если он за 5 минут не сделал свое дело, то за час, за два он там что-то сделает. Я думаю, это большая ошибка, и вот такого быть не должно. Не нужно оставлять самца и самку на долгий период. Все должно быть под контролем. Как я уже сказал, пару минут и все, и мы убираем. Ошибка номер два, это когда мы садим опять же самку к самцу, либо самца к самке, это уже как бы не принципиально. Вот, самец начинает с ней играться, начинает на нее залазить. Самка, если без нашего контроля, самка может забиться в угол, повернуться, не тем местом, которым надо, в сторону, самец до нее не сможет добраться, и что получается, самец может залазить на лицо самки и начинать делать все то, что он должен делать, все свои дела, в общем, да. И что происходит? Для нас это смешно, ха-ха, он залазит на голову, нам смешно, все хорошо, но могу сказать одно, что это чревато большими последствиями. Самке это может когда-нибудь надоесть, и если мы это не проконтролируем и вовремя не уберем самца, самка может просто-напросто травмировать самца. И все. И этот самец нам уже, как самец, он уже нам не будет нужен. Поэтому, еще раз повторюсь, все случки, которые проходят между кроликами, не должны быть бесконтрольными. Все должно быть под контролем. Должны контролировать и самца, и самку. Во-первых, чтобы они не смогли нанести себе каких-нибудь травм, которые вы потом впоследствии будете лечить, тратить на это деньги, время. Если вы можете все проконтролировать, куда ты, моя жопка? Что вы можете все это проконтролировать и избежать всех ненужных вот этих вот неприятностей. Самец опять пробует самку, но у него явно ничего не получится. Он уже 6-й или 7-й раз на нее залазит. Он уже, в принципе, наверное, полупустой. Поэтому я не вижу смысла оставлять самца или там самку на долгое время вместе. Это очень большие ошибки, две, на мой взгляд. И я вам советую не совершать их. Потратьте 2-3 минуты своего драгоценного времени на вот такой вот контроль, и все у вас будет хорошо, и вам не придется потом заниматься лечением, самолечением. Вот такие вот две, казалось бы, детские ошибки, но все равно их совершает большинство кролиководов при случке кроликов. А теперь давайте подытожим. Первое.
Не оставляйте никогда кроликов на долгое время одних. 2-3, ну ладно, максимум 5 минут. Кроликам достаточно, чтобы сделать свое дело. Если самец не сделал свое дело, его можно убрать, через пару часиков его можно подсадить снова, либо на следующий день. Но не оставлять его на неделю или там на пару дней, чтобы, не дай бог, они с друг с другом что-нибудь не сделали. Ну и второе. Все случки должны проходить под вашим контролем. Потратьте 2-3-5 минут вашего драгоценного времени, чтобы потом не тратиться ни финансово и не лечить своих кроликов. А на этом все, друзья мои. Здоровых вам кроликов и хороших окровов. Пока-пока.